Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В данном видео я хочу продемонстрировать вам лазерный проектор с электронным управлением, или по-другому его можно назвать лазерный спирограф. Данный лазерный спирограф был взят из оригинальной статьи радиожурнала 2008 года, первый выпуск. Когда-то я уже пытался повторить и собрать это устройство, но как-то забросил это дело в долгий ящик. Но вот недавно мне пришла в голову идея попробовать сделать все заново с небольшой модификацией печатной платы. А теперь я немного расскажу вам, что представляет собой лазерный спирограф и как он работает. Лазерный спирограф имеет два коллекторных мотора постоянного тока, установленных параллельно друг друга, и лазерный диодный модуль или лазерную указку. На вал каждого мотора крепится зеркало под небольшим углом. Таким образом, луч лазера будет падать в центр первого зеркала, а луч, отраженный от центра первого зеркала, будет падать в центр второго зеркала. Каждое зеркало при вращении будет создавать эллиптическую развертку. За счет наложения друг на друга двух эллиптических разверток мы сможем наблюдать различные фигуры в зависимости от частоты вращения зеркал, похожую на фигуру или сажу. Принципиальную схему я перерисовал и немного изменил в онлайн-среде для разработки печатных плат EasyEda. На схеме лазерного спирографа содержатся такие узлы, как микрофонный усилитель, генератор импульсов, регулятор частоты вращения вала электродвигателя, электронный переключатель режимов работы проектора, генератор пилообразного напряжения. Исходя из принципиальной схемы, получилась двусторонняя печатная плата управления, а также отдельные печатные платы кнопок и кронштейнов для моторов и лазеря, состоящих из нескольких частей. Приступим к монтажу радиодеталей на печатной плате управления. После монтажа и пайки всех основных радиокомпонентов получаем вот такую замечательную печатную плату управления. Далее переходим к монтажу печатной платы кнопок. Приступим к монтажу кронштейнов для моторов и лазера. Перед тем, как начать соединение печатных плат между собой, нужно тщательно залудить места их стыков. Пайка стыков делается как снаружи, так и внутри. Для дополнительной жесткости кронштейнов внутри устанавливаются латунные дистанцеры длиной 12 мм.
Готовые кронштейны монтируем на печатную плату управления при помощи винтов М3 и 5-мм латунных дистанцеров. На вал каждого мотора насаживаем маленький пластмассовый шкив с наклеенным зеркалом из органического стекла. Далее подготавливаем провода для дальнейшего соединения внешних индикаторов, кнопок и переключателей. Перед пайкой нужно снять всю лишнюю изоляцию и залудить провода. Каждый отдельный провод изолируем термоусадочной трубкой для избежания короткого замыкания. Остальные провода обжимаем клеммами и вставляем в соответствующие разъемы. Скручиваем провода между собой с помощью шуруповерта, придавая им более эстетичный вид. Для монтажа всей электроники будем использовать готовый пластмассовый корпус из полистирола со съемными панелями. Размеры данного корпуса по ширине 200 мм, по длине 180 мм и по высоте 70 мм. В нижней части корпуса просверлим отверстие для монтажных стоек под печатную плату управления, после чего снимем фаску с внутренней и наружной стороны. На задней съемной панели просверлим и вырежем отверстие для кнопок переключателей светодиодных индикаторов, а на передней панели сделаем отверстие диаметром 30 мм для прохождения луча лазерного модуля. Далее приступаем к финальному монтажу всех печатных плат и соединению проводов.
This is a homage beat. После проделанной работы лазерный спирограф готов к использованию. Прежде чем перейти к демонстрации, немного поговорим об управлении. На задней панели корпуса находятся 4 кнопки, 2 тумблера, микрофон и индикаторы режимов работы. Черная кнопка означает смену режимов, белая кнопка – модуляцию лазеря, красная и зеленая кнопка отвечают за скорость вращения мотора и громкость микрофона. Верхний тумблер используется для реверса мотора, нижний – для коэффициента усиления микрофона. Наблюдать рисуемые лазерным спирографом изображения лучше всего в затемненном помещении. Большую насыщенность цвета можно легко создать с помощью генератора дыма, тогда лазерные лучи становятся более эффектными. Лазерный спирограф можно использовать в развлекательных мероприятиях, дискотеках, концертах, клубных и домашних вечеринках. Помните, что лазерное излучение опасно для глаз. Изготавливая и эксплуатируя лазерный спирограф, запрещается светить им в глаза. Всю необходимую информацию для повторения этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Делитесь с друзьями, дальше будет еще больше интересных видео.